Сегодня предлагаю вам вместе со мной связать варежки для ребенка на 2-3 года. Номер спиц я не знаю, но они не тонкие, где-то 3,5-4. Варежки буду вязать 2 нитки. Набираю эластичным методом на 2 спицы, 28 петель плюс 1 для замыкания. Как набирать эластичным методом, смотрите ссылку в описании под этим видео. В моем случае делаю такой набор петель на обхват кисти 13-14 сантиметров. Буду вязать их не на 5 спицах, а на 4. Набранные 28 петель распределяю так. 1 спица будет для тыльной стороны. Перебрасываю на нее 14 петель. Для ладошки будет 2 спицы. На первую перекидываю 7 петель. Остается на спице 8 петель. Они также будут для ладошки. 1 петля для соединения. С левой спицы снимаю на правую 1 петлю и протягиваю эту петлю через первую петлю на правой спице. Я делаю это крючком, но можно и без крючка протянуть. У меня получилось из 2 петель 1 петля. Ряд замкнутый. Буду вязать узором резинка 1 на 1. Беру 4 спицу и вяжу варежку на 4 спицах. На 2 спицах вяжу ладонь. На каждой по 7 петель. 1 лицевая. 1 изнаночная. Лицевая. Изнаночная петля. При переходе на следующую спицу петельки подтягиваю, чтобы не образовалась дырочка между спицами. Где 14 петель, это тыльная сторона варежки. На этой спице вяжу также резинку, лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Длина резинки 5,5 сантиметров. 15 рядов у меня. Провязала 15 рядов резинки 1 на 1. У меня это 5,5 сантиметров. Маркером отметила начало ряда. Перехожу вязать варежки основным узором. Это будет рисовая вязка. Вяжется она так. Чередую лицевые и изнаночные петли, которые буду смещать в каждом ряду. Над лицевой петлей провязываю изнаночную петлю. Над изнаночной вяжу лицевую. Опять изнаночная над лицевой. И лицевая над изнаночной. Так вяжу до конца ряда. В следующем ряду буду также вязать над изнаночной лицевую, над лицевой изнаночную.
И так в каждом ряду. В результате получается двустороннее полотно с мелким рельефом. Оно хорошо держит форму и не скручивается по краям. Провязала до большого пальца. Это 2,5 сантиметра. У меня 8 рядов. Ладонь вяжу на 2 спицах. Большой палец формирую на правой спице ладошки. Провязываю 1 петлю изнаночной. Беру нить контрастного цвета и провязываю следующие 5 петель лицевыми контрастной нитью. Возвращаю петли обратно на левую спицу. И вяжу по рисунку. Лицевая, изнаночная. В конце 1 петля основного цвета, изнаночная. Контрастную ниточку хорошо подтягиваю и закрепляю узелком, который потом легко будет развязать, чтобы нитка не вытянулась. Перехожу на спицу следующей ладони и вяжу по рисунку. Следующий ряд тоже вяжу по рисунку. Мне надо провязать 20 рядов до конца мизинца. Когда будем вязать другую варежку, то этот палец надо будет точно так сформировать на левой стороне ладошки. Вяжу рисовой вязкой 6 сантиметров. После того, как провяжу 6 сантиметров, перейду на чулочную вязку и начну делать убавки. Убавки буду делать через ряд. На первой спице ладони вяжу лицевой 1 петлю в начале спицы. Потом провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку с наклоном влево.
Перехожу вязать на вторую спицу ладони. Провязываю 4 петли лицевой. До конца спицы у меня осталось 3 петли. 2 петли провязываю вместе за переднюю стенку, то есть с наклоном вправо. Длина варежки до убавления 14 сантиметров. Теперь буду вязать на третьей спице, на которой находятся петли тыльной стороны. Первую петлю провязываю лицевой, потом 2 вместе за заднюю стенку с наклоном влево. Вяжу ряд, не довязываю до конца 3 петли. Это 9 петель. Провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо за переднюю стенку. В конце 1 лицевая петля. По кругу убавляю 4 петли. Перехожу на следующий ряд. Второй ряд вяжу лицевыми петлями без убавления по кругу на 4 спицах. Теперь третий ряд буду вязать с убавлением. На первой спице ладони первую петлю провязываю лицевой. 2 петли провязываю вместе за заднюю стенку с наклоном влево. Далее вяжу лицевыми до следующей спицы. Провязываю лицевые на эту же спицу. 1 спицу убираю. Не довязываю 3 петли до конца. 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку вправо. С тыльной стороны варежки 1 петлю лицевой. 2 вместе с наклоном влево за заднюю стенку. Дальше лицевые, не довязывая до конца ряда 3 петли. Две петли вместе с наклоном вправо за переднюю стенку. Я перевела петли ладони с 2 спиц на 1. И теперь буду вязать на 3 спицах, а не на 4, как вязала варежку. Четвертый следующий ряд вяжу без убавления. У меня на 2 спицах по 10 петель. Таким образом убавляю петли, пока не останется 8 петель на 2 спицах. Где тяжело провязывать с наклоном вправо, я помогаю себе крючком. Вытягиваю петлю через передние стенки петель. Четыре петли на передней спице и 4 на задней.
С помощью крючка стягиваю 8 петель, которые остались. Хорошо их затягиваю и закрепляю. Вывожу нитку наизнанку. На изнанке закрепляю еще раз. И нить обрезаю. Я связала уже почти всю варежку. Остался только большой палец. Теперь надо связать большой палец. Вывернула варежку наизнанку. Развязала узелок на контрастной нити. Теперь очень аккуратно освобождаю петли для большого пальца от контрастной нити. Вытягиваю петли с контрастной нити на 2 спицы. Вытягивать петли надо очень аккуратно и не спеша, чтобы ни одна петля не убежала. Если вы вяжете лицевой гладью, то вытянуть контрастную нить не будет представлять труда. С моей рисовой вязкой это немного тяжелее. Вытянула все петли с 2 сторон. На каждой спице теперь по 5 петель. Крючком присоединяю новую нить для вязания пальчика. Между спицами вытянула протяжку. Это дополнительная петелька и одеваю ее на спицу. Так делаю для того, чтобы не было дырочки. Первую петлю провязываю вместе с вытянутой петлей лицевой. Дальше вяжу лицевыми петлями. С другой стороны тоже, как и первый раз, вытянула между спицами протяжку, новую петлю и первую провязываю вместе лицевой петлей. На второй спице я переставляю петли, снимаю и одеваю другой стороной, так как они у меня перекручены. На спицах по 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Отметила начало ряда, чтобы было легче считать ряды. Теперь вяжу по кругу на 3 спицах большой палец нужной длины. Пальчик вяжу
чулочной вязкой. Надо провязать 3,5 сантиметров. У меня это 12 рядов. Провязала пальчик 3,5 сантиметра. Теперь вяжу вместе 2 петли на первой спице. Второй раз 2 петли вместе. На спице осталась 1 петля. Я ее перевожу на вторую спицу. Со второй спицы провязываю 2 петли вместе. Помогаю себе крючком. Еще раз 2 петли вместе. Третий раз 2 петли вместе. В итоге получилось 5 петель на 2 спицах. Обрезаю нить, стягивая эти 5 петель иглой. Вытягиваю нить наизнанку, закрепляю. Потом кончики нитки прячу в теле варежек. Варежки связаны. Если что-то непонятно, пишите в комментариях и подписывайтесь на канал. Впереди еще много разных видео.